прошлой серии «Бедной Насти». Если бы вы знали, как же мне хочется вас уничтожить. Обоих. Мне все говорят, что вы стерва. А я думаю, что это неправда. Дураков-то меньше слушай. Но если ты меня не любишь, мне все равно, чем закончится эта дуэль. Маменька. Вот и папа вернулся. Да ты... Доктора позвать? Воды сейчас. Как вы себя чувствуете? Вам лучше? Петруша, ты вернулся, и мне лучше. Где ты был? Теперь все будет хорошо. Мне казалось, год прошел, как ты уехал в Москву. Я не был в Москве. Ай, совсем разбаловались, пока тебя не было. Они так по тебе скучали. Я тоже мечтал об этой встрече. Что с тобой? Ты едва ходишь. Что случилось? Ничего страшного. Как ничего страшного? Я же вижу, что произошло. Все в порядке. Со мной все в порядке. Говорит, что в Москве не был. А где ты был? А? Маш. Почему тебя так долго не было? А? Мне надо очень много тебе рассказать. А я пойду к себе. Полежу. Мне надо побыть одной. Отдохнуть. Я помогу вам. Нет, не надо. Побудьте с отцом. Поговорите с ним. Маменька, воды. Вы ведь так по нему соскучились. Кто объяснит мне? Что объяснять? Мы предупреждали. Странно. В последнее время вы перестали со мной здороваться. Ну и понятно, зачем же обращать внимание на простых фрейлин, когда у вас такие привилегии. Не думаю, что вы надолго останетесь фрейлиной императрицы. Что вы имеете в виду, сударыня? Фрейлины должны отличаться не только воспитанием, происхождением, приятной внешностью, но и безупречным поведением. Странно слышать это от вас. Если вы имеете в виду мои отношения с Александром Николаевичем, это всего лишь слухи. А вот то, что эти слухи распространяете вы, это достоверный факт. Не одна я распространяю слухи. Скоро о вашей тесной дружбе с Александром Николаевичем весь дворец знать будет. И вряд ли принцессу Марию эта история обойдет стороной.
мое сердце сжигал и томил. Но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любил. Все-таки тебя люблю, душа моя. При имени твоем трепещет, печаль по-прежнему сжимает грудь мою. Я за тебя, Создателя, молю. Я за тебя, Создателя, молю. Вы ошиблись. Возможно, вы спутали меня с кем-то другим. Вас спутать невозможно. Ольга Калиновская, блистательная фрейлина императрицы, первая красавица двора. Прошло не так много времени, чтобы кто-нибудь забыл вас. Я никогда не была при дворе. А разве не там вы познакомились с моей сестрой? Я спросила о ней, как о невесте Андрея. Если вы забыли свою лучшую подругу, то, конечно, и меня не вспомните. Бывшего адъютанта вашего возлюбленного. Я ничего не понимаю. Я Елена Болотова. Простите мою настойчивость и грубость, но ваше сходство с одной моей знакомой напомнило мне о дуэли моего друга. Теперь и я сам скоро стреляюсь на дуэли. Потому и непокоен. Простите. Постойте. У вас дуэль? С кем? Этого невозможно допустить. Мне что, это снится? Зачем вы пришли? Что вы хотите? Ты же не любишь меня. Я это знаю. Зачем жертвовать своей честью? Боюсь, что плата слишком велика. За эту ночь что ты хочешь взамен? Откажитесь от дуэли. Только мадемуазель Калиновская могла так отреагировать на эту новость. Вы ведь уже были причиной одной дуэли. Знаете, к чему это привело? Разве вы не поняли тогда, насколько это опасно? Когда ты секундант, дуэль кажется глупостью, мальчишеством. Когда непосредственно задета твоя честь, честь любимой женщины, ты понимаешь, другого выхода нет. Вам нравится играть со смертью? Эта дуэль вас уже не касается. Но мне бы хотелось знать, почему вы здесь, а не в Польше. Разве я должна перед вами отчитываться? Вы вернулись из-за Александра?
Простите, мне пройти. Постойте. Вы еще не ответили на мой вопрос. Князь Андрей мой друг, и я не могу скрывать от него, кто действительно находится в его доме. Хорошо, я расскажу вам. Но только вам. Пройдемте в мою комнату. Ваше Высочество, я только что встретила фрейлину Екатерину. И поэтому у вас так дрожат руки? Неужели эта сплетница могла вас так расстроить? Да не стоит обращать на нее внимания. Слухи, которые она распространяет, могут дойти до принцессы Марии. В отличие от моего отца, принцесса Мария никогда не поверит, что мы любовники. Вы так думаете? Уверен. А если поверит, она вас никогда не простит. Хорошо. Я поговорю с мама и попрошу, чтобы Нарышкину отлучили от двора. Боюсь, что это уже поздно. Вы прекрасно знаете, как у нас во дворце любят посплетничать. Екатерина уедет, а слухи останутся. К тому же императрица не на моей стороне. Она приказала мне прекратить с вами амуры. Но тогда государь опять начнет вас преследовать. Он же ясно дал понять, что не смирится с отказом. А что делать? Что мы можем еще придумать? Вы представляете, что будет, когда принцесса Мария узнает? Это слишком жестоко. То, что она узнает, неправда. Мы никогда не были любовниками. Полагаете, она поверит нам, когда узнает об этих слухах? Вы что, хотите, чтобы я пошел и во всем признался? Прямо сейчас? Думаю, это единственный выход. Говори! Где был мой муж все это время? Где он скрывался? Отвечай, старая ведьма! Не смей кричать на меня в моем доме. Смотри-ка, не смей кричать. Как чужие семьи разрушать, так пожалуйста. Никто твою семью не трогал. Сама себе и другим жить мешаешь. Почему не мне? Почему Лизе все рассказала? А Лиза девочка умная. Сама догадалась. Не без твоей ли помощи? Да. Была я в тот день в лесу и своими глазами видела, как ты мужа своего выстрелила, и как его потом Марфа и отец Георгий еле спасли. Много ты знаешь. Не в него я стреляла. Лизе-то зачем говорить? А Лизе я только намекнула, что жив ее отец. Успокоила бедняжку. Успокоила. Как бы всем от этого только хуже не стало. Зачем ты барона убила? Ты зачем его сыну жизнь испортила? Такой грех на душу взяла. А барон не меньше Петра виноват. Покрывал их. Всех наказала. Молодец. А сама полоумной прикинулась? Да? С полоумной-то, конечно. Какой спрос? Полоумный-то за свои поступки не отвечает. Что ж мне прикажешь? Всю оставшуюся жизнь в тюрьме гнить? Убийцам в тюрьме место. Ох, была б я государем. Я бы для неверных мужей еще тяжелее наказание придумала, чем для убийц. Что опять задумала? Остановись. Не тебе меня учить. Ты в мою семью не лезь.
Сама разберусь. Я вижу, как ты разбираешься. Скоро никого в живых не оставишь. Ты убийца. А убийце место в тюрьме, а не в моем доме. Если сама не сознаешься... Ах, ты старая ведьма. Пугать меня вздумала. Говоришь, не место в твоем доме убийцам? Так их здесь двое. Ну что ж, мне терять нечего. Что происходит? У меня голова кругом идет. Мне надо идти. Дела. Ты едешь в Петербург? Нет. А какие дела в деревне? В Петербурге встречи, светские рауты. Тебя ждет там бурная жизнь. Зато здесь меня ждут счета за прошлый месяц, распоряжение о прохудившейся крыше коровника и расчеты по продаже овса. Выбрось все это из головы. Неужели тебя это интересует? А кто же будет этим заниматься? Маменька больна. Как кто? Я вернулся и возьму на себя эти заботы. Вспомнили о нас, папенька. Едва только воскресли из мертвых, и снова стать хотите хозяином в доме. В доме, который предали. Ты прав. Я сожалею, что так произошло, и видит Бог. Я постараюсь сделать все, чтобы было как можно лучше. Лучше уже не будет. Ну, позволь мне помочь тебе в этих хозяйственных делах. Поезжай в Петербург к невесте. Вы только что появились и уже хотите, чтобы я покинул свой дом. Ты неправильно меня понял. Будут еще распоряжения, барин? Ступай. Мой мальчик, наши чувства, страсти надо держать на замке, чтобы не причинить никому боли. Зачем вы мне об этом говорите? Поверь мне, как человеку, который прошел это. Я это знаю. Любовь к простолюдинке не приведет ни к чему хорошему. Как вы можете судить? Вы бросили нас год назад. Тогда вас вовсе не интересовало, как мы живем. А теперь читаете мне наставления? Это не наставление. Это совет отца. Оставь Татьяну. Вы с Марфой поступили не так. Это другая история. Вот именно другая. Маменька никогда вам не изменяла.
Что-то произошло с невестой? Да, произошло. У нее есть любовник. И этот любовник – цесаревич. Но это не оправдание твоим поступкам. Ты можешь расторгнуть помолвку с Наташей, но оставь Татьяну. Это вы. Оставьте меня в покое. Я не нуждаюсь в ваших наставлениях. Я не знаю, что говорить. А может быть, нет. Вы звали меня? Что-нибудь случилось? Какое на вас сегодня очаровательное платье. Я никогда не видела его прежде. Ваше Высочество, во дворце очень любят сплетничать. Вы позвали меня, чтобы рассказывать слухи? Это так не похоже на вас. Дело в том, что эти слухи касаются и вас. Дело в том, что... Говорят, что мы с Натали находимся в любовной связи. Но это же неправда. Не совсем. Как? Император стал проявлять ко мне интерес. Да, он стал выделять ее среди многих фрейлин, и Натали это вовсе не по душе. Но я не могла отказать ему впрямую. Он бы не стал меня слушать. Я не понимаю, какое это имеет ко мне отношение. Мы с Александром Николаевичем вынуждены были разыграть небольшой спектакль. Да, будто бы я тоже имею на Натали некоторые виды. Это правда? Мы с Александром Николаевичем притворились влюбленной парой. Ну, чтобы прекратить его притязания. Ну и что? Государь вам поверил? Я надеюсь, что да. Помните, давеча, когда Натали передавала мне вашу шкатулку, она посмотрела на меня с такой страстью, что у него не должно было остаться сомнений. Он так тактично оставил нас наедине. Да, и когда Натали услышала его голос, она очень испугалась и... Я думала, что если он нам не поверит, то... К сожалению, это заметил не только государь. Ну и фрейлина Нарышкина, известная сплетница при дворе. Я понимаю, что отказать государю очень сложно, но неужели не было другого выхода? Мы пытались что-то придумать, но... Простите, что мы не предупредили вас заранее. Простите меня. Меня не интересуют слухи. Их забудут. Уж сколько толковали на всех углах о моем происхождении. Я привыкла. Если честно, я бы хотела увидеть Его Величество, когда он посмотрел на вас, когда вы были вместе. Спасибо вам, что вы смогли понять меня.
Хочешь, чтобы я отменил дуэль? Тебя так волнует моя жизнь. Очень тронут. Но не стоит беспокоиться. Владимир, но ведь вы можете и себя покалечить, и друга потерять. Я никого не хочу убивать. Тем более быть убитым. Но что делать? Другого выхода нет. Нет, есть. Есть. Ты о ком больше заботишься? О вас обоих. Вы не сможете стрелять друг в друга. Но чего же? Я готов стреляться. Не будет дуэли. Не будет и ревности, я обещаю. Миша не оставит тебя. Оставит. Как только узнает, что мы вместе. Я скажу ему, что я с тобой, и он поверит. С тобой. На всю жизнь, пока не прогонишь. Появись я под настоящим именем, это принесло бы столько неприятностей. И не только мне. Да. И прежде всего Александру. Вы ведь к нему приехали? Мне пришлось бежать. К Иринею я не испытываю никаких чувств, кроме уважения. Я не могла остаться с ним, выйти за него замуж. Это было бы несправедливо. Но несправедливо и других людей подвергать опасности. О чем вы? Понимаю, вы любите Александра, хотите попасть во дворец инкогнито. Вам просто необходима Наташина помощь, поэтому вы здесь. Но она моя подруга. И моя сестра. Я не позволю, чтобы вы сломали ей жизнь. Вы ослушались приказа императрицы. Если кто-нибудь узнает, что Наташа вам помогает, ее отлучат от двора. Но никто не узнает. Она сможет мне помочь. Не беспокойтесь, это только мои заботы. Да, это ваши заботы. Совершенно верно, только ваши. Не впутывайте Наташу в эти опасные игры. Это не игры. Наташа, в отличие от вас, прекрасно понимает, как я люблю Александра. Все ваши старания напрасны. Он помолвлен. Знаю. И не собираюсь быть его женой. Я просто хочу быть рядом с ним. Император этого не одобрит. Вы пойдете против его воли? Вы-то мне и нужны. Какое приятное совпадение. Я как раз хотела пригласить вас к себе, обсудить новости. Я не буду с вами ничего обсуждать. Найдите себе другого слушателя. И перестаньте распускать сплетни. Это недостойно фрейлины Ее Величества. Но это не сплетни. Я пытаюсь рассказать правду. Я думаю, что вам нужно быть более проницательной. Иначе вы окажетесь в глупом положении. Но я видела собственными глазами. Значит, ваши глаза вам врут. Вы плохо разбираетесь в людях. Я осведомлена лучше. Вы бы догадались, что Александр и Наталья лишь притворяются любовниками. Притворяться? Зачем? Перед кем? Перед вами? Зачем передо мной им притворяться? Вправду незачем. Тогда, значит, дело в мужчине, который преследовал своим вниманием Натали, а она таким образом решила оградить себя от его домогательств. Это так? Оставьте этот разговор. Но зачем же понадобился сам наследник престола, если только этот неудачливый поклонник не... Мне придется оставить на отлучение. Я сейчас же пойду и поговорю с императором. Император? Как он может учить меня жизни? Он ничего не знает обо мне. Он бросил нас, забыл. Не говори так о папеньке. Он не забыл нас, он оставил нас не по своей вине. Обстоятельства вынудили его скрываться. Нет таких обстоятельств, чтобы ради женщины оставить семью. Но он любил эту женщину. Допускаю. Но это не повод для предательства. Он страдает не меньше, чем мы. Неужели ты не видишь, Андрей? Мы должны простить его. Это выше моих сил.
Из-за него мать сошла с ума. Наша мать совершила преступление. Я не знаю, простил ли отец ей этот выстрел. Я прощу, вряд ли. Из-за него распалась наша семья. Маменька виновата, не в меньшей Прекратите спорить! Бог их рассудит. Мы не имеем права винить отца и мать. Прошу тебя, помирись с папенькой. Какой смысл? Прежних отношений все равно не вернешь. Но если мы простим их, им будет легче простить друг друга. Это же наша мать, наш отец. Ну, нет у нас другой семьи. И никогда не будет. Неужели вам непонятно таких простых вещей? Если бы вы знали, как я мечтал услышать от вас эти слова. Вы не верите мне? Откуда мне знать, что, будучи со мной, вы не будете думать о Мише? Вся моя жизнь принадлежит только вам. Только бы ты была рядом. Машенька. Какая хорошая вещичка. Ты из Москвы привез? Машенька, мне надо поговорить с тобой об очень важных вещах. Петя, сядь. Сядь и скажи мне, что у тебя с ногой? Ты с лошади упал? Не об этом сейчас речь. Я пришел покаяться. Покаяться? В чем? Маша. Что тебя так долго не было? Ну, я же понимаю, дела, и потом Москва не так близко. Наверное, ты не сможешь сейчас меня услышать. Но все равно, Маша, знай, во всем виновен я. Только я один. Что случилось, Петя? Ты мучилась. Я довел тебя до крайности. Ты хотела совершить самый тяжкий грех. Но этот грех на мне. Какой грех? Я ничего не понимаю. Машенька, ты ненавидела меня. Ненавидела до такой степени, что готова была убить. Но причина этой ненависти в моих поступках. Боже мой, о чем ты, Петя? За что же я могу тебя ненавидеть? У нас же так все хорошо. Такие дети замечательные растут. Маша, барон, Иван Иванович, я виновен в его смерти. Ты слышишь меня? Петя, ты когда ногу повредил, ты врачу показывался? Он голову твою смотрел? Может быть, контузия какая? Иван Иванович, да жив-здоров. На прошлой неделе приезжал справиться. Скоро ли ты вернешься? Он к тебе со всем почтением. Такой старинный наш друг. А ты о нем такие вещи говоришь страшные. Да. Вот за его преданность, за его доброту. Я виновен в его смерти. Не стоит так волноваться, Петя. Если бы ты могла простить меня, я бы все отдал, чтобы вернуть тебя, детей. Прости меня. Прости.
Разрешите доложить? К вам фрейлина Екатерина Нарышкина. Что, генерал-адъютант граф Толь не прибыл? Ему назначено на 10 вечера, Ваше Величество. Что ж, пусть войдет. Ваше Величество, простите, что я побеспокоила вас. Чем обязан? Я зашла, чтобы поблагодарить вас за добрые отношения, прежде чем я покину дворец. Вы собираетесь нас покинуть? Я оставляю дворец не по собственной воле. Меня отлучают от двора. За что? Некоторым особам, я не могу разглашать их имена, кажется, что я распространяю слухи. Если бы я отлучал от двора всех, кто разносит слухи, дворец бы опустел. У нас только глухой да немой не сплетничают. Это даже не сплетни. Я не хотела никому зла. Наоборот, у меня были благие намерения. Присядьте и расскажите все подробнее. Случайно я заметила, что между его высочеством Александром Николаевичем и мадемуазель Репниной сложились некие отношения, которые выходят за рамки дружеских. Мне это известно. И я не могла не поставить в известность принцессу Марию. Как вы посмели? Может быть, я и не права, но мне казалось, она должна узнать правду. Вас это не касалось. Ваше Величество, прошу вас, выслушайте меня. Мадемуазель Репнина и его высочество просто притворялись влюбленными. Притворялись? Зачем? Не знаю, Ваше Величество. Ступайте. Я приму решение на ваш счет. Благодарю вас, Ваше Величество. Это сумасбродство. Искалечите жизнь и себе, и Александру. Вы так говорите, потому что никогда не любили. Вы уверены? Так значит, это дуэль? Из-за женщины? Вы ее любите? Не об этом речь. Меня беспокоят последствия вашего приезда в Петербург. Это касается только меня и Александра. Однажды он уже стрелялся из-за вас на дуэли. А вы готовы повторить его поступок? Потому что я люблю так же, как и вы. Корф оскорбил женщину, которую я люблю. И вы не можете отказаться от дуэли? Но вы же не можете отказаться от своего поступка. И я не могу. У меня нет другого выхода. Глупости. Глупости. Какие глупости? Я просто хочу быть рядом с любимым. А вы рискуете жизнью ради превратных понятий о чести. Превратных понятий? А что ж, по-вашему, дуэль? Проявление любви? Если бы вы по-настоящему любили женщину, вы бы подумали о ней. Я думаю о ней постоянно. Думаете, только не понимаете ее чувств. Она сейчас чувствует себя гораздо хуже, чем вы. Представьте, каково ей, когда ее любимый стреляется на дуэли, и она сама станет причиной чьей-то гибели. Я через все это прошла. И вы поймете все, когда на вас будет направлено дуло пистолета.
Чего же еще? Я же сама пришла к тебе. Я хочу слышать от тебя другие слова. Какие? Ты любишь меня? Ну скажи, ты любишь меня? Ну скажи мне. Уходи. Уходи. Дуэль состоится через 2 дня, как и намечалось.